Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас история об исчезновении Эйприл Фаб в Англии в 1969 году. Прошло полвека с того момента, как исчезла 13-летняя школьница в городе Норфолк. При этом история ее пропажи является мистической. Это уголовное дело до сих пор не раскрыто. Да и логического объяснения тому, что произошло тогда в Англии, по сей день не существует. Полиция пока еще продолжает расследование, но реальных просветов, которые бы позволили раскрыть это уголовное дело, пока не видно. Девочка по имени Эйприл Фаб пропала 8 апреля 1969 года. Около 13 часов 40 минут во вторник, 8 апреля 1969 года, Фаб покинула свой дом в Мэттон, чтобы навестить дом своей сестры в Роутоне. Путешествуя на велосипеде, у нее была пачка из 10 сигарет, 5,5 пенса и носовой платок в сидельной сумке, и она планировала доставить сигареты в качестве подарка на день рождения своему зятю. Сразу после 14 часов ровно ее заметили на велосипеде по проселочной дороге в сторону Роутона. Около 14 часов 15 минут ее бело-голубой велосипед был замечен в поле возле Мэттона двумя сотрудниками управления боеприпасов. Проезжающий мимо автомобилист позже отвез его в полицейский участок Кромера. Расследование длиною в полвека. После того, как был найден велосипед, полиция приступила к поискам. При этом количество привлеченного персонала действительно впечатляет. По сей день в Норфолке не было более масштабных поисков и расследований. Количество полицейских было настолько большим, что численность деревни Мэттон, в которой проживала Эйприл Фаб, увеличилась в 2 раза. Все окрестности места находки велосипеда были не просто осмотрены, но и детально изучены. Следов школьницы вообще не было найдено. Такое ощущение, что она растворилась в воздухе. Как было ранее отмечено, всего лишь 7 минут разделяет между собой 2 события. Одно из них – это когда девочку видели последний раз. И второе – это находка брошенного велосипеда. По сей день полиция считает, что есть свидетель этого происшествия, который просто не дал показания. Вероятно, что он кого-то покрывает. Но подтверждений этому за полвека не было получено. Одним из детективов, принимавших участие в этом следствии, является Морис Морсон. Он получил это дело в 1983 году. Каких-либо подвижек в нем до сих пор не было найдено. В свою очередь, Энди Гай и сейчас руководит этим следствием. Он говорит, что они открыты к любым показаниям. Но свидетелей того происшествия осталось крайне мало. При этом никто не дает новых показаний. То есть малейших зацепок, которые бы позволили раскрыть это загадочное происшествие, пока нет. И с каждым годом вероятность их появления снижается в разы. Также в данном расследовании начинают использовать современные технологии. С помощью компьютера было смоделировано изменение жертвы и получена ее фотография, изображение, которое демонстрирует, как бы она выглядела в наше время. В полиции хотели понять, встречал ли Эйприл кто-нибудь сейчас. Результат получился отрицательный. То есть ее в окрестностях живой после тех событий не видели. Также компьютер обработал фотографию велосипеда. Но тоже каких-либо положительных результатов найдено не было. Все эти обстоятельства делают еще более мистической данную историю. Родители девочки уже умерли. При этом ответ о судьбе своей дочки они так и не получили. Они были теми лицами, которые хотели в обязательном порядке завершить расследование и получить все ответы. Но, как было ранее отмечено, уголовное дело пока не закрыто и виновные не найдены. Родители этой девочки умерли и не получили ответ на то, какая судьба настигла их малышку. Это очень жестоко, так и не получить ответ на самый важный вопрос в их жизни. Конечно, у Эйприл Фаб есть другие родственники. Но они уже не настолько хотят получить ответы на все вопросы. Их мнение сводится к тому, что родственников девочки нужно оставить в покое. Таких заинтересованных лиц в результатах данного расследования, как родители школьницы, уже нет. Оставшаяся часть семьи уже не видит особого смысла в том, чтобы найти виновного. Так, двоюродная сестра пропавшей школьницы Розмари Фаб, которой было на момент данного происшествия 27 лет, считает, что ее родители умерли и нет необходимости ворошить прошлое. Нужно двигаться в будущее и оставить прошлое таким, как есть. Несмотря на обширное полицейское расследование и обыски в окрестностях, никаких следов Фаб обнаружено не было, а причина ее исчезновения остается неизвестной. Ее исчезновение привело к крупнейшей полицейской операции, которую видела Великобритания, когда власти обыскали 400 домов, провели сотни интервью и записали около 2000 заявлений с 1969 года. Дальнейшие поиски Фаб, включая использование тепловизионных камер в 1997 году и рытье колодца в 2010 году, не дали никаких новых результатов. Во время исчезновения Жене Тейт в августе 1978 года
Полиция Норфолка указала полиции Девона и Корнуолла на наличие сильного сходства с делом ФАП. Оба дела не раскрыты, и связь между ними никогда не была доказана. Детский убийца Роберт Блэк был допрошен по поводу 2 исчезновений. Первоначально в данном деле был один подозреваемый. По крайней мере, на участие в этом происшествии Роберта Блэка указывало многое. Но эти подозрения не были ничем подтверждены. Поэтому полиция его отпустила. После этого получился полноценный тупик. Никаких зацепок, улик, дополнительных показаний. То есть нет тех факторов, которые бы позволили следователям хоть как-то раскрыть это громкое дело. И даже привлечение внушительного количества полицейских в первое время после событий никоим образом не помогло. Друзья, а на сегодня это все. Поддержите канал лайком и подпиской. Всем спасибо за внимание.